Всем привет, народ! Сегодня мы будем разговаривать о Telegram-боте Voxel, потому что у них обмен происходит вокселей на тон. Ну, на момент, как я снимаю видео выйдет чуть попозже, и, возможно, к этому времени обмен уже закроют, и его нельзя будет производить. То есть, но сейчас, на данный момент, когда я снимаю видео, обмен еще работает, потому что мне нужно смонтировать видео, выкинуть его и тому подобное. Но к тому времени уже, скорее всего, не будет работать. Так, и давайте обсуждать, что у нас было по обмену, какие были критерии, сколько кто смог там вывести. Я в чатах все это как бы читал. И почему, причины, следствия и тому подобное. Но перед тем, как мы начнем это все обсуждать, крайне не советую заходить в подобные телеграм-боты, вносите сюда донаты. Не тратьте время свое, не тратьте свои деньги. Не заходите вы по моим реферальным ссылкам, потому что я вам не советую этого делать, но вы все равно это делаете. Посвятите жизнь эту лучше себе, близким, своим родным, потому что потом будете об этом жалеть. И потратьте эти деньги лучше на исполнение своей мечты, которую заветная у вас какая-то есть, подкопите там и тому подобное. Лучше займитесь своей жизнью, чем тратить деньги и помогать, точнее, зарабатывать людям, которые придумали все эти телеграм-боты, все эти вот тапалки и тому подобное. И давайте переходить, обсуждать. Я у себя в телеграм-канале выкидывал этот пост, получается, по обмену, то, что вот он наконец-таки стартует. Вот время тут показывалось, он начался у нас 20 апреля в 07:00 по UTC и закончится 12:00 по UTC, то есть 5 часов будет длиться этот обмен. Ну и сколько у вас там часовой пояс, ваш по UTC там плюс или минус, там сколько это часов, считайте, во сколько он начался, там, во сколько закончился. И я выкидывал себе пост, получается, мне дали лимит на вывод 41 460 вокселей. Дали мне обменять на тон. И как вы можете увидеть по вот этой картиночке, да, у меня вышло это примерно 8,16 тонна за 41 460 вокселей. Курс вот был примерно такой. За один воксель давали вот столько тонна. Курс, конечно же, перед обменом упал. И давайте объясню, потому что многие задавали вопрос, почему-то курс обвалился, в чем причина и тому подобное. И еще сразу скажу, на BitGet торгуется токен Voxel. Прям именно называется он Voxel. И этот токен к этому проекту не имеет никакого отношения. Мне уже неоднократно скидывали всю эту информацию. К этому проекту он не имеет никакого отношения, потому что, всегда, когда появляется какой-то либо проект, под него там скам появляются токены, либо просто такое же название кто-то использовал уже тикера, и все. То есть к этому проекту не имеет никакого отношения то, что торгуется на BitGet. Так что не ведитесь там, не пытайтесь это покупать, думая, что вы тут немножечко сейчас попробуйте заработать. Итак, почему же курс у нас так сильно обвалился? Объясняя все, попробую объяснить это простыми словами. Я человек как немножечко понимая, как работает вся экономика, да, я понимаю, почему курс так провалился. Вы можете сказать, токена еще нет, какой может быть курс, как он может изменяться. Объясняю вам как бы на простых, попробую, словах, надеюсь, все поймут. Смотрите, допустим, есть у разработчиков $1 миллион. Это вот их капитал, который они выделили, допустим, там на листинг, ТГЕ, там развитие проекта и тому подобное. Это все образное. Сейчас цифры все. Вот есть $1 миллион, да. И они, допустим, создали проект, и в нем появляется какое-то энное количество вокселей. Вот появилось, воксели откуда вообще появляются? То есть мы с вами их фармим. То есть мы собираем модельку, продаем ее, допустим, не на рынке, а просто разбирая, получаем за это воксели. То есть мы с вами, допустим, ставя модельку на фарм, мы получаем воксели. Воксели появляются эти из воздуха, ниоткуда они берутся, то есть и получается их становится больше. И вот, допустим, мы с вами таким способом нафармили 1 миллион вокселей, и есть $1 миллион у разработчиков. Следовательно, цена одного вокселя будет $1. Миллион вокселей, $1 миллион и все. Далее, допустим, через энное количество времени мы с вами нафармим 10 миллионов уже вокселей, то есть на балансах будет у людей. А $1 миллион-то он так-то и остался, он не поменялся, не увеличился, никто там не нафармил его. То есть и, соответственно, цена из-за этого упала. Вокселей стало больше, денег осталось то же самое количество. И, соответственно, инфляция, и у нас воксель уже стоит 10 центов. Все. И вот таким вот способом, почему именно перед обменом упал так сильно курс? Потому что перед обменом люди раньше на рынке покупали друг друга модельки, разбирали их там, тратили воксель направо-налево, сжигали его всяко разно, да, там, собирая какую-нибудь крупную модельку, просто брали ее, разбирали, то есть собрали за 15 тысяч, разобрали за 150 вокселей, да, и тем самым сжигали этот воксель. Его было мало. А перед тем, как
был обмен, да, люди максимально начали копить на балансах вокселей. И то есть вокселей существующих и нафармленных, нагенерированных становилось все больше, 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 больше. И, соответственно, курс становился все меньше и меньше и меньше и меньше. Потому что денег энное количество, вокселей больше и больше. Вот по этой простой причине меняется курс вокселя. Его никто там не крутит, не рисует. Ну, по крайней мере, я на это надеюсь. То есть, я думаю, разработчики работают именно вот в таком плане. У них есть в коде, сколько сейчас в данный момент в игре вокселей, да, и соотношение формулы, да, из-за количества денег меняется, следовательно, цена вокселя. Вот, что у нас по обмену? Давайте быстренько пробежимся. По обмену у нас были вот такие вот критерии. Критерии обмена вокселя на тон. Первое, это было количество собранных моделей. И как я проверил по своему аккаунту, да, вот эта вот цифра, получается, количество собранных моделей максимально влияло на количество выделенного вам лимита обмена. Это был самый крупный критерий для получения обмена, ну, лимита на обмен. То есть, чем больше у вас было собрано моделей, тем больше у вас был этот лимит. Поэтому у меня 41 460, потому что я очень много играю в этот воксель, потому что мне нравится рынок, там нравится торговля, все. Я здесь максимально много упираюсь, максимально много собираю, то есть я не собираю все подряд, да. Я очень много соберу, выкидываю, пока не нахожу нужные мне модели, и либо их продаю, либо ставлю себе на фарм. Так что у меня собрано гигантское количество моделей, соответственно, у меня и такой баланс гигантский. Что далее? Выполненные задания. Выполненные задания — это те задания, которые у нас, давайте буду сразу ставить бота самого и буду вам в боте показывать. Выполненные задания — это у нас вот эти вот задания, заработок, да, вниз. Подписаться, посмотреть там ту тапочку, эту тапочку, того бота, этого бота, там всякие создать вот модельки, пригласить рефералов и тому подобное. То есть вот за эти задания, но мне кажется, максимально не очень много за это давали лимита. Также активные рефералы. В прошлый раз обмен был как? Всем давали 10%, плюс накидывали за активных рефералов. Если у вас есть 5 активных рефералов, вам накидывали еще 10%, и за каждого последующего по 1%. У меня, могу сейчас показать, на момент обмена, и на момент обмена было 13 активных рефералов, сейчас их стало 14. И, соответственно, ну, за это не очень много, мне кажется, начисляли. И так как всего их там у меня 14, да, а балансы, которые начисляли людям, лимиты вот эти, точнее, которые давали людям, у них там по 100, там, по 200, по 300, там, по 2000, по 3000 всего лимит был. У меня 41 тысяча. Соответственно, ну, не очень сильно влияет, я не думаю, что у кого-то активных рефералов нету, 0 вообще, все равно там 2, 3, 4 друга пригласил, и все. Так что я думаю, все равно очень хорошо влияли активные рефералы, но не настолько, как собранное количество моделей. Дальше поставлены модели на фарм. Мне кажется, тоже очень сильно влиял вот этот вот момент, сколько у нас моделей на фарме состоит. Потому что разработчики в чатах говорят, что именно игра — это не про то, что мы сейчас обмениваем воксель на тон, не про то, что мы там продаем и выводим тон, а про ТГЕ, раздачу airdrop, про воксель и тому подобное. Что игра не заключается в том, чтобы максимально здесь вывести какую-то прибыль, а именно дойти до ТГЕ. Следовательно, они поощряли игроков, кто ставит на фарм модельки, у кого они фармят тот воксель, точнее генерируют его, можно сказать. Модельки участвуют эти, они нужны, то есть человек покупает их, там фармит, не знаю, создает и тому подобное, то есть максимально участвует в игровом процессе. Соответственно, за это тоже, мне, скорее всего, кажется, накидывали нормально. У меня на данный момент, вот вы посмотрите, если 32 слота открыто, из них 31 слот у меня фармится, то есть 31 моделька стоит на фарме. Далее, что у нас еще было? Общая активность в приложении. Зайти, поиграть, нажимать, быть онлайн и так далее. Вот тоже, мне кажется, такой критерий. Ну, не знаю, как они это вычисляли. Скорее всего, никак. Вот. И он это просто сделан для того, чтобы люди активничали. Потому что, мне кажется, тяжело вычислить людей, кто сколько находится по времени, там, сколько нажать, кто совершил. Ну, либо по собранным моделькам, да, там есть же количество вокселей, это следовательно количество нажатий. Но получается, у меня это не учитывалось, потому что у меня на сборках стоит автофарм. То есть я один раз нажал кнопку, и у меня собирается моделька. Мне не надо тыкать, получается, по экрану. То есть я, грубо говоря, на мышке поставил там тяжелый предмет, и у меня сама моделька фарме, собирается, мне не нужно участвовать в этом процессе. Так что не знаю, как они это учитывали. Вот, возможно, никак. Просто сделано для того, чтобы люди активничали. Вот такие показатели были. Те люди, которые, давайте даже перейду куда-нибудь, где-нибудь здесь под комментариями у меня очень много писали.
те люди, которые думали, что сейчас себе нафармят какое-нибудь энное количество вокселей, на баланс, смогут получить там гигантское количество денег, озолотиться, стать миллионерами, купить себе яхту. В предыдущем ролике, не буду даже его закреплять, я рассказывал о том, что могу помочь людям в начале пути, так как тяжело все равно добывать воксели, да, собирать модельки, смотреть эту рекламу. Я предлагал всех людей, кто там есть в моей реферальной системе, могу помочь купить у вас модельку там, за 50 тысяч вокселей, любую модельку, самую даже дешевую, там, чтобы вам был старт. И прилетело очень много народу в комментариях под роликами. Вот сейчас буду листать, попробую найти, показать вам. Очень много народа прилетело, получается, в комментарии с просьбами помочь. Кто-то просил по-божески 15 тысяч вокселей модельку мне выставлял, кто-то там 36 тысяч, допустим, 50 тысяч вокселей. И я помогал людям. Но есть одно но, видите, 83 комментария. Очень много людей, которые начали создавать аккаунты, создавать много аккаунтов, скидать мне эти ссылки, получается. Как я это понял, что это много аккаунтов, и люди их строгают чисто для того, чтобы с меня взять вот эти вот халявные воксели. То есть человек, допустим, привожу в пример, создавал аккаунты с одинаковыми цифрами в конце, там 152, 152, 152 на каждом аккаунте, просто разные имена, аккаунты были даже без никнеймов, люди пытались максимально тут с меня выхватить. И в чем смысл? То есть, когда они получали эти 100 тысяч вокселей, мое количество активных рефералов не увеличилось. Как у них была одна моделька, так она оставалась. То есть, ничего не менялось у них там. То есть, они никуда ничего не тратили, они просто держали эти воксели в надежде потом обменять их, получить тон. Вот как поступили разработчики. Я считаю, что они поступили максимально правильно, но со стороны даже, я сейчас сужу не игрока просто, а со стороны здравомыслящего человека, который понимает, как должно быть все. То есть они максимально наградили тех людей, кто действительно участвует в проекте, кто собирает модельки, кто смотрит рекламки, кто торгует на рынке и тому подобное. То есть максимально, вот почему я говорю, что самый главный, скорее всего, критерий был количество собранных моделек. То есть, если вы вот таким способом, как я помогал людям, нафармили 200, 300, 500 тысяч вокселей, у вас 1-2 собранные модельки, вам, соответственно, никто ничего не даст. Так что здесь получили, скорее всего, только те люди, которые действительно активно участвовали в проектах. То есть мне писали люди, то есть, вот человек, допустим, он у меня действительно просил, у него 52 собранных модельки, то есть он меня действительно 2, по-моему, даже раза попросил купить у него модельки, я у него покупал, то есть, по цене 36, по-моему, или 50 тысяч, что-то такое. И действительно человек собирает, ему это нужно. А были люди в конце, вот тут очень много у меня появилось подписчиков на телеграм-канале, очень много появилось рефералов вот здесь вот в конце, которые созданы были аккаунты буквально за день. Получается, за день, перед тем, как начался вот этот обмен. То есть люди начали сторгать аккаунты, мне писать. И видите, получается, допустим, человек зарегистрировался, вот этот новый аккаунт, попросил меня купить модельку. Я купил. Как у него была одна собранная моделька, которую он мне продал, так и у него и осталась. Вот этот человек меня просил, как у него была одна моделька, которую он мне продал, так она и осталась. Тут 2 модельки. Тоже человеку за 100 тысяч купил у него модельку. Вот. Здесь человек также одну модельку собрал всего, которую мне продал, но за 100 тысяч он мне ее продал. И, соответственно, те люди, которые вот решили так легко подзаработать, их, скорее всего, побрили и ничего им не дали. Мне, по крайней мере, несложно было. У меня баланс на то время был 2,5 миллиона. Я его разбил до миллиона. Раздал людям 1,5 миллиона вокселей. Сейчас на данный момент за счет фарма я уже обратно вернулся за счет продаж еще. Так что вот такие вот критерии были у нас по обмену вокселей. Вот такая ситуация сейчас происходит. Так что те люди, которые думают, что легко можно здесь заработать, ничего не делая, то, к сожалению, вы не правы. И нужно здесь вот стараться. Кто старался, тот заработал. 8 тонн не такая великая сумма, грубо говоря, $25. Но все же это уже не первая сумма тонны, которую я вывожу. Это уже будет мой 3-й или 4-й, или даже 5-й, по-моему, вывод, если не ошибаюсь. Уже несколько лотереек я провел за счет вывода в вокселе, но пока я еще не вышел в свой плюс. Получается, я вложил сюда на $320 и вывел, наверное, в районе, не знаю,
$200, мне еще там $120 осталось теоретически. Но я думаю, за недельки 2, 3, 4, если рынок нормально будет работать, я это все отобью как бы и уже начну фармить воксели, ждать ТГЕ и тому подобное. Так что вот такие сегодня были новости. Вот такой вот сегодня был рассказ про Telegram бот Voxel, а я с вами прощаюсь. Всем пока, народ.